Добрый день. Сегодня мы поговорим о страхе, о древнейшей эмоции, которая спасала наших предков от гибели и которую мы теперь покупаем за деньги в виде билетов в кино и игр в Steam. Начну с парадокса. Страх – неприятная эмоция по определению. Эволюция создала страх как сигнал «здесь опасно». Избегай этого места, этого существа, этой ситуации. Страх мотивирует бегство. Страх – это дискомфорт, который заставляет действовать. И тем не менее люди платят за страх. Индустрия хорроров – миллиарды долларов. Фильмы ужасов, хоррор-игры, дома с привидениями и экстремальные аттракционы. Люди добровольно, в свободное время, за собственные деньги выбирают испытывать неприятную эмоцию. Почему? Это не праздный вопрос. Понимание того, почему страх может быть привлекательным, критически важно для тех, кто создает хоррор в играх, в НРИ, в любом медиа. Без этого понимания вы будете либо недопугивать, либо перепугивать, и то, и другое – провал. Есть несколько теорий, объясняющих парадокс хоррора, мы разберем их все, потому что каждая схватывает лишь часть правды. Но сначала важное уточнение. Не все люди любят хоррор. Примерно треть населения активно избегает пугающего контента, еще треть относится нейтрально. И только оставшиеся – это те самые фанаты ужасов, которые формируют рынок. Это не случайное распределение. Исследования показывают, что склонность к recreational fear, рекреационному страху, связана с личностными чертами, с поиском ощущений, с толерантностью к негативным эмоциям, с определенным балансом систем приближения и избегания в мозге. Иными словами, хоррор работает не для всех. И это нормально. Не нужно пытаться сделать хоррор, который понравится всем, это невозможно. Нужно понимать, для кого вы делаете и почему это работает именно для них. Сегодня мы разберем психологию и нейробиологию страха, механизмы, которые делают его привлекательным, и практические принципы создания эффективного хоррора с инсайтами из режиссуры, сценарного мастерства, актерского ремесла и драматургии. Начнем с того, как страх работает в мозге. Центральная структура амигдала, миндалевидное тело – это парное образование в глубине височных долей, которое играет ключевую роль в обработке угроз. Амигдала получает сенсорную информацию и оценивает ее на предмет опасности. Если обнаружена потенциальная угроза, запускается каскад реакций. Это происходит быстро, до того, как информация достигает коры и становится сознательной. Джозеф Леду, один из главных исследователей нейробиологии страха, описал два пути обработки угрозы. Низкий путь – быстрый, прямой, от сенсорных систем к амигдале, он срабатывает за миллисекунды до осознания, и высокий путь – через кору, медленнее, но точнее. Он позволяет оценить, реальна ли угроза. Низкий путь – причина того, почему мы вздрагиваем от неожиданного звука до того, как понимаем, что это. Сначала реакция, потом осознание. Это адаптивно. Лучше 100 раз испугаться ветки, чем 1 раз не испугаться змеи. Для хоррор-дизайна это важно. Скримеры и внезапные звуки работают на низком пути. Они вызывают реакцию до того, как сознание успевает ее отменить. Когда амигдала обнаруживает угрозу, она активирует симпатическую нервную систему, запускается реакция «бей или беги». Что происходит в теле? Надпочечники выбрасывают адреналин и кортизол, сердце бьется быстрее, повышается давление, дыхание учащается, кровь отливает от пищеварительной системы к мышцам, зрачки расширяются, потоотделение увеличивается, тело готовится к интенсивному физическому действию. Это древняя система, оптимизированная для физических угроз, хищников, врагов, падения. Она не различает физическую и воображаемую угрозу. Когда вы смотрите хоррор, тело реагирует так, будто угроза реальна. Вы сидите в кресле, но физиология кричит «беги». Это создает интересное состояние. Тело в режиме тревоги готово к действию, но действовать некуда. Вся эта активация не расходуется на бегство, она переживается как интенсивное внутреннее возбуждение.
После того, как угроза проходит или становится ясно, что ее не было, происходит разрядка. Парасимпатическая система успокаивает тело. Это ощущается как облегчение, расслабление, иногда как эйфория. И это часть привлекательности хоррора. Первая теория привлекательности хоррора – теория возбуждения, предложенная Дольфом Зиллманом. Идея в следующем. Физиологическое возбуждение от страха не исчезает мгновенно. Оно сохраняется некоторое время после того, как стимул прошел. И это остаточное возбуждение может переноситься на следующие эмоции, усиливая их. Когда страшный момент в фильме сменяется облегчением, остаточное возбуждение от страха усиливает позитивную эмоцию облегчения. Результат – интенсивное удовольствие, которого не было бы без предшествующего страха. Это как американские горки. Подъем создает напряжение, спуск – разрядку. Удовольствие не в подъеме и не в спуске по отдельности, а в их комбинации, в контрасте, в переходе от напряжения к освобождению. Хоррор, который только пугает без разрядки, изматывает. Хоррор, который не создает напряжения, скучен. Эффективный хоррор – это ритм напряжения и разрядки, где каждый цикл усиливает следующий. Вторая теория – Protective Frame. Ее разработал психолог Майкл Аптер. Суть – одно и то же возбуждение может переживаться как страх или как волнение, в зависимости от того, чувствуем ли мы себя в безопасности. Если есть защитная рамка, осознание, что угроза нереальна, возбуждение становится приятным. Когда вы смотрите хоррор-фильм, вы знаете, что это фильм. Монстр не выпрыгнет из экрана, вы в безопасности, на диване. Эта рамка позволяет переживать интенсивное возбуждение без реального страха за жизнь. Тело реагирует, но разум знает, что все понарошку. Это объясняет, почему один и тот же контент может быть для кого-то развлечением, а для кого-то травмой. Зависит от прочности защитной рамки. Ребенок, который еще не полностью различает фикшн и реальность, может быть травмирован тем, что для взрослого легкая забава. Для дизайна нужно создавать угрозу, но не разрушать рамку полностью. Если игрок забывает, что это игра, может быть слишком. Если слишком явно помнит, может быть не страшно. Третья теория связана с мастерством и контролем. Хоррор привлекателен, потому что позволяет практиковать совладание с угрозой в безопасных условиях. Это перекликается с тем, что мы обсуждали в лекции об историях. Фикшн как симулятор опыта. Хоррор – симулятор экстремальных ситуаций. Он позволяет испытать страх, не подвергаясь реальной опасности, и потренировать реакции. Исследования показывают, люди, которые любят хоррор, часто лучше справляются с реальным стрессом. Не потому, что бесстрашные любят хоррор, а потому что хоррор тренирует регуляцию страха. Вы учитесь. Вот страх, вот я продолжаю функционировать, несмотря на страх, вот страх проходит. Есть данные, что во время пандемии COVID-19 любители хоррора показывали меньше тревоги и лучшую психологическую устойчивость. Они уже натренировались на апокалиптических сценариях. Еще один аспект – иллюзия контроля. В хоррор-игре вы управляете персонажем, в настольной ролевой игре вы принимаете решения. Это дает ощущение agency, которого нет в реальной угрозе. Страх плюс контроль – совсем другое переживание, чем страх плюс беспомощность. Не весь страх одинаков. Для создателей хоррора полезно различать несколько типов пугающего опыта. Первый – startle – испуг, вздрагивание. Это мгновенная рефлекторная реакция на внезапный интенсивный стимул, громкий звук, резкое появление объекта в поле зрения, низкий путь льду, реакция до осознания. Испуг – самый простой и надежный способ напугать. Скример работает почти на всех. Но у него короткая длительность – секунды, и он быстро вызывает привыкание. 10-й скример в игре пугает меньше первого. Второй – dread – тревожное ожидание. Это не реакция на стимул, а антиципация угрозы. Вы знаете, что что-то случится, но не знаете когда и не знаете что. Напряжение растет. Воображение рисует возможные угрозы, часто страшнее реальных. Dread
медленный, изматывающий страх, он может длиться минуты и часы. Классический пример — саспенс Хичкока, бомба под столом, о которой знает зритель, но не знают персонажи. Напряжение без разрядки. Третий — хоррор. Ужас в узком смысле. Реакция на что-то отвратительное, неправильное, нарушающее категории. Монстр, который не должен существовать. Тело, которое движется неестественно. Это не просто опасность, это угроза самому пониманию мира. Философ Ноэль Кэрролл в книге «Философия ужаса» проанализировал, что делает монстров пугающими. Его ответ – категориальное нарушение. Мы понимаем мир через категории: живое и мертвое, человек и животное, внутреннее и внешнее тело. Монстры нарушают эти границы. Зомби – мертвый, но движется. Оборотень – человек и зверь одновременно. Чужой – существо с неправильной анатомией, которое проникает внутрь тела. Это нарушение вызывает не просто страх. Оно вызывает когнитивный дискомфорт, отвращение, смешанное с тревогой. Мир стал непонятным, категории не работают, нельзя предсказать, как себя вести. По Кэрроллу, хоррор – это жанр, который исследует аномалии, нарушения естественного порядка. Это отличает его от триллера, где угроза может быть нормальной, человек с ножом, например. Для создателя хоррора это руководство. Эффективные монстры нарушают категории. Чем больше границ нарушено, тем сильнее эффект. Кликер в The Last of Us – человек, гриб и хищник одновременно. Категориальный хаос. Связанный феномен – зловещая долина. Термин ввел японский робототехник Масахиро Мори в 70-х годах. Мори заметил закономерность: чем больше робот похож на человека, тем больше симпатии он вызывает, до определенного момента. Когда сходство становится очень высоким, но не полным, возникает резкий провал в позитивной реакции. Почти человек, но не совсем, вызывает дискомфорт, отторжение и тревогу. Это и есть долина, зона, где сходство достаточно для ожидания человечности, но недостаточно для ее подтверждения. Глаза, которые смотрят неправильно, движения, которые чуть-чуть не такие, лицо, в котором что-то не то. Почему это вызывает дискомфорт? Одна гипотеза – детектор мертвых тел. Труп похож на живого человека, но не движется правильно. Мозг, эволюционировавший избегать трупы ради защиты от болезней, реагирует на почти живое с отторжением. Другая гипотеза – детектор чужих в овечьей шкуре. Если что-то притворяется человеком, но не является им, это угроза. Обман, паразит, хищник. Лучше ошибиться в сторону осторожности. Для хоррора это инструмент. Нечеловеческое, притворяющееся человеческим, автоматически тревожит. Прежде чем перейти к практическим техникам, обратимся к истокам. Аристотель в «Поэтике», 335 год до нашей эры, определил трагедию как форму, вызывающую страх и сострадание с последующим катарсисом. Катарсис – очищение через переживание. Зритель испытывает интенсивные эмоции в безопасном контексте театра и выходит из него очищенным, освобожденным от эмоционального напряжения. Это античная версия той же идеи, которую мы обсуждали – рекреационный страх как способ проработки эмоций. Но Аристотель пошел дальше. Он описал структурные элементы, которые делают трагедию и страх в ней эффективными. Два ключевых термина – перипетия и анагноризис. Перипетия – внезапный поворот судьбы, reversal of fortune. Ситуация меняется на противоположную. Герой был в безопасности, теперь в опасности. Думал, что спасся, оказался в ловушке. Это создает эмоциональный удар, который усиливает страх. Анагноризис – момент узнавания, recognition. Персонаж внезапно понимает истинное положение дел. В классической трагедии это часто узнавание родства. В хорроре – понимание природы угрозы. Или осознание, что ты все время был в опасности. Аристотель считал, что лучшие трагедии соединяют перипетию и анагноризис в одном моменте. Эдип узнает, что убил отца и женился на матери, и в тот же миг его судьба меняется навсегда. Как это применяется в хорроре?
Перипетия и анагноризис – основа лучших поворотов жанра. В «Шестом чувстве» Шьямалана анагноризис Малькольма Кроу он понимает, что сам мертв. Совпадает с перипетией для зрителя. Весь фильм переосмысливается. В «Психо» убийство Мэрион – перипетия, которая разрушает ожидания о том, кто главный герой. Драматическую иронию, когда аудитория знает больше персонажа, мы подробно разбирали в лекции о памяти. Здесь отмечу ее специфику для хоррора. В других жанрах драматическая ирония создает сочувствие или комический эффект. В хорроре она создает особый тип страха – страх за персонажа, а не страх персонажа. Вы знаете, что за дверью монстр, персонаж не знает, он тянется к ручке, вы хотите крикнуть «не открывай», но не можете. Эта беспомощность зрителя мучительно, но увлекательна. Хоррор эксплуатирует нашу эмпатию. Мы страдаем за персонажа, который еще не знает, что должен страдать. В играх драматическая ирония сложнее, потому что игрок и персонаж ближе. Но она возможна. Игрок может знать, что в комнате враг, но персонаж должен войти по сюжету. Или игрок видит на карте угрозу, которую персонаж не видит. В настольных ролевых играх ведущий может создавать драматическую иронию, давая части игроков информацию, которой нет у других. Один игрок знает, что НПЦ предатель, остальные нет. Напряжение между знанием и действием – чистая драматургия. Классическая трехактная структура работает в хорроре с особыми акцентами. Первый акт устанавливает нормальность. Мы видим мир до ужаса, персонажей в обычной жизни. Это необходимо для контраста. Без понимания нормы зритель не почувствует, насколько она нарушена. Хороший хоррор инвестирует в первый акт. Не торопится пугать, сначала создает привязанность к персонажам и ощущение безопасности. Второй акт – нарастание. Угроза проявляется, но не раскрывается полностью. Персонажи сталкиваются с ней, пытаются понять, пытаются бежать или бороться. Каждое столкновение повышает ставки. Ключевой принцип – эскалация. Каждая новая сцена должна быть напряженнее предыдущей. Третий акт – конфронтация и разрешение. Здесь происходит финальное столкновение с угрозой. Хоррор особенный. Разрешение – не обязательно победа. Часто герои гибнут, или угроза остается, или победа оказывается иллюзорной. Хоррор может закончиться на тревожной ноте, и это усиливает эффект. Финальный скример – стандартный прием третьего акта. Угроза казалась побеждена и в последний момент возвращается. Это одновременно и перипетия, и разрушение катарсиса. Зритель не получает облегчения. Неуютно, но запоминается. Теперь о саспенсе, медленном нарастающем напряжении. Это, возможно, главный инструмент хорошего хоррора, и он требует понимания. В лекции о памяти мы разбирали знаменитую формулу Хичкока о бомбе под столом. Здесь я хочу сказать, как он применял эту логику на практике, с примером, который ближе к хоррору. «Веревка» 1948 года. Два студента душат однокурсника и прячут тело в сундук, а затем устраивают вечеринку, приглашают родителей жертвы, его невесту, друзей. Гости едят закуски прямо с сундука, в котором лежит труп. Весь фильм. Зритель знает, гости не знают. Это создает мучительное напряжение на протяжении 80 минут. Один из убийц постоянно роняет намеки на преступление, и зритель каждый раз замирает. Вот сейчас его поймают. Веревка, которой было совершено убийство, свисает из сундука. Ее может заметить любой гость. Саспенс требует информационной асимметрии. Зритель или игрок знает об угрозе больше, чем персонаж, или знает, что угроза существует, но не знает, когда и как она проявится. Неопределенность – ключевой момент. Если исход известен, напряжения нет. Если угроза слишком не определена, не за что зацепиться. Оптимально, когда угроза конкретна, но моменты, формы ее реализации неизвестны. Время работает на саспенс. Чем дольше ожидание, тем сильнее напряжение. Но есть предел. Слишком долго, и внимание рассеивается. Нужно поддерживать его микрособытиями, звуками, тенями, ложными тревогами, намеками.
Режиссеры хоррора разработали целый визуальный язык для создания страха. Понимание этого языка полезно даже для тех, кто работает с текстом, с настольными ролевыми играми или сценариями. Первый прием – tight framing – тесное кадрирование. Когда камера близко к персонажу, поле зрения ограничено. Зритель не видит, что за спиной, что по бокам. Это создает клаустрофобию и паранойю. Угроза может быть где угодно за пределами кадра. Второй – negative space – негативное пространство. Большие пустые области в кадре, темные коридоры, пустые комнаты. Зритель инстинктивно ищет угрозу в этих пространствах. Когда угроза появляется или не появляется, это работает с ожиданиями. Третий – Dutch angle – голландский угол. Камера наклонена, горизонт косой. Это создает подсознательное ощущение неправильности, дисбаланса. Мир буквально перекошен. Четвертый – point of view shot – субъективная камера. Зритель видит глазами персонажа или даже угрозы. В «Хэллоуине» знаменитое начало снято с точки зрения убийцы. Это создает жуткую близость. Долли-зум или эффект вертиго. Камера отъезжает, одновременно увеличивая фокусное расстояние. Фон растягивается, пространство деформируется. Спилберг использовал это в «Челюстях» в момент, когда шериф видит акулу. Визуальное воплощение ужаса. Звук в хорроре часто важнее изображения. Хороший саунд-дизайн – половина страха. И инфразвук, звуки ниже порога слышимости, около 18-19 Гц. Мы их не слышим сознательно, но тело может на них реагировать. Исследователь Вик Тенди в 1998 году обнаружил инфразвук в помещениях, где люди сообщали о призрачных ощущениях, тревоге, дискомфорте, чувстве присутствия. Эти данные остаются дискуссионными, последующие эксперименты не всегда воспроизводили эффект, но сама идея, влияние неслышимого звука на эмоциональное состояние, используется в саунд-дизайне хорроров. Даже если механизм не до конца понятен, практики знают, низкочастотный гул создает неуют. Non-linear sounds – нелинейные звуки. Резкие, хаотичные, со скачками частоты, крик младенца, визг животного в стрессе. Эволюционно мы настроены реагировать на такие звуки, они сигнализируют об опасности. Хоррор-саундтреки намеренно их используют. Тишина – мощнейший инструмент. После длительного звукового фона внезапная тишина ощущается как угроза. Зритель напрягается, что-то должно случиться. Тихое место построило на этом целый фильм. Диегетический звук. Звуки внутри мира фильма. Шаги, скрип, дыхание. Они создают реалистичность и саспенс. Скрипящая половица страшнее, чем тревожная музыка, потому что она реальна в мире истории. Для мастера в настольных ролевых играх это означает «описывайте звуки». Не только то, что видят персонажи, то, что они слышат. Тишина после звука, звук без видимого источника – это просто сделать, но оказывает очень сильный эффект. Эффективный хоррор – это не постоянный максимальный страх, это ритм, волна за волной, с периодами нарастания и спада. Если напряжение постоянно на максимуме, наступает истощение. Человек не может долго находиться в состоянии высокой тревоги. Защитные механизмы включаются, онемение, отстранение, скука. Парадоксально, но непрерывный, хоррор перестает быть страшным. Нужны передышки, моменты относительной безопасности, где игрок может выдохнуть. Эти моменты выполняют несколько функций, дают отдохнуть, создают контраст с последующим страхом, позволяют накопить ресурсы для следующей волны. Монтаж – инструмент ритма. Средний кадр в кино длится 4-6 секунд. Медленнее – ощущение спокойствия или нарастающего напряжения. Быстрее – хаос и паника. Душевая сцена в «Психо» – 31 склейка на 22 секунды. Хаотичный, дезориентирующий ритм атаки. Классическая структура – медленное нарастание, пик, разрядка, пауза, новое нарастание с более высоким потолком. Каждый цикл может быть интенсивнее предыдущего, но между циклами нужен отдых. Resident Evil –
делает это через безопасные комнаты. Музыка меняется, враги не появляются, можно сохраниться, игрок знает, здесь безопасно. Это делает выход из комнаты обратно в опасность более напряженным. Контраст работает. Одно из важнейших правил хоррора – то, что не показано, часто страшнее того, что показано. Воображение игрока – ваш союзник. Почему? Потому что каждый человек боится чего-то своего. Если вы показываете монстра, вы фиксируете его форму. Он может быть страшным, но он конкретен и ограничен. Если вы не показываете его, каждый зритель воображает своего монстра, того, который страшен именно ему. Говард Филлипс Лавкрафт построил на этом целый жанр. Его описания ужасов намеренно расплывчаты, противоречивы, неполны. Нечто, что невозможно описать. Это не слабость письма, это техника. Читатель достраивает ужас сам. Сценарист Дэн О'Беннон при работе над «Чужим» максимально долго скрывал ксеноморфа. Первый акт – только намеки. Второй – силуэты и фрагменты. Полное раскрытие только в третьем акте, когда зритель уже измучен ожиданием. Alien Isolation использует это. Ксеноморф появляется редко. Большую часть времени вы только слышите его или видите следы. И это страшнее, чем если бы он был на экране постоянно. Для сценариста это означает «пишите отсутствие», описывайте не монстра, а его эффект на окружение. Тень, звук, реакцию персонажей. Дайте зрителю или читателю материал для работы воображения. Когда вы показываете угрозу, вы теряете часть страха, это почти неизбежно. Неизвестное пугает больше, чем известное. Пока монстр скрыт, он может быть чем угодно. Когда он показан, он конкретен, его можно изучить, понять, найти слабости. Страх снижается, даже если монстр объективно ужасен. Это не значит, что показывать нельзя. Кульминация хоррора часто требует раскрытия, но момент и способ показа критически важны. Сценарные рекомендации показывайте постепенно. Сначала эффект, разрушение жертвы, потом тень или силуэт, потом часть, рука, глаз, контур, потом целое. Каждый этап – отдельная сцена, каждый продлевает напряжение. Используйте контекст показа. Монстр в полумраке, мельком, в движении страшнее, чем тот же монстр при ярком свете, статичный, подробно рассматриваемый. Сценарист может указывать: мы видим существо только в момент вспышки молнии, силуэт, 2 кадра, потом темнота. И помните, после полного раскрытия нужно менять тактику. Страх неизвестного исчерпан, дальше работают другие механизмы. Погоня, насилие, тикающие часы. Эффективный страх в сценарии требует уязвимых персонажей, не просто физически слабых, эмоционально открытых. Страх работает сильнее, когда он бьет в уязвимое место. Не абстрактная угроза жизни, а угроза тому, что важно конкретному персонажу, его детям, его рассудку, его идентичности, его секрету. Сценарист должен сначала построить персонажа с желаниями, страхами, слабостями, и только потом конструировать угрозу, которая бьет именно в эти точки. Наследственность Ари Астера работает потому, что угроза направлена на семейные связи, на материнство, на психическое здоровье, на то, что болезненно само по себе. Момент уязвимости усиливает любой страх. Персонаж только что пережил потерю, и тут появляется угроза. Персонаж в душе, раздет и беззащитен. Классика слэшера. Персонаж спорит с близким, отвлечен эмоционально. В сценарии это планируется заранее. Вы не просто пишете «тут страшная сцена», вы выстраиваете эмоциональный контекст. Что персонаж чувствует перед встречей с ужасом? Горе, вину, надежду. Страх умножается на эмоцию, которая уже есть. Переключимся на актерское мастерство.
Как актеры достоверно изображают страх и что из этого может взять создатель хоррора. В лекции о памяти мы обсуждали технику эмоциональной памяти Станиславского, когда актер вспоминает реальные переживания для генерации эмоций. Но есть альтернативный подход, который особенно релевантен для хоррора. Стелла Адлер, один из величайших театральных педагогов Америки, отвергла опору на личные воспоминания. Ее знаменитая фраза «использовать эмоции, которые я пережила, например, когда умерла моя мать, для создания роли, это болезненно и шизофренично. Если это актерское мастерство, я не хочу этим заниматься». Адлер в 1934 году лично училась у Станиславского в Париже и узнала, что он сам пересмотрел свой метод. Теперь он делал акцент на воображении, а не на память. Адлер развила это в целую систему. Ее подход – актер создает воображаемый мир персонажа через исследование и наблюдение. Не «вспомни, когда тебе было страшно», а изучи обстоятельства персонажа, вообрази его мир в деталях, запахи, текстуры, звуки и позволь этому воображаемому миру вызвать подлинную эмоцию. Для создателя хоррора это важный урок. Страх в фикшене работает не только через резонанс с личным опытом аудитории. Он работает через создание воображаемого мира, который ощущается реальным. Детали делают вымысел убедительным. Чем богаче мир, тем сильнее эмоциональный отклик. Сэнфорд Мейснер, другой великий педагог актерского мастерства, разработал альтернативный подход. Вместо погружения в собственные воспоминания – фокус на партнере и спонтанную реакцию. Центральный принцип Мейснера – pinch and ouch – щипок и ой. Если вас щипнули, вы реагируете. Не играете реакцию, а реагируете. Реакция пропорциональна стимулу. Маленький щипок – маленькое ой. Сильный – сильное. Для страха это важно. Мейснер учил: не играй испуг, реагируй на то, что тебя пугает. Если партнер по сцене делает что-то угрожающее, реагируй на это, не на свое представление о том, как должен выглядеть страх. Для хоррор-дизайна урок такой: создавайте настоящие стимулы. Не рассказывайте игроку, что ему должно быть страшно. Создайте условия, в которых страх возникает как естественная реакция. Неожиданный звук, и игрок вздрагивает не потому, что решил вздрогнуть, а потому что это рефлекс. Мейснер также учил: доверяй импульсу. Не контролируй каждую реакцию, позволь телу реагировать. Для игрового хоррора это означает: дайте игроку свободу панической реакции. Не заставляйте его смотреть катсцену. Пусть он может бежать, прятаться, действовать импульсивно. Актеры изучают физическое выражение страха, как тело проявляет эмоцию. Это знание полезно для любого, кто описывает страх. Страх имеет характерную физику. Тело сжимается, защищая уязвимые места, горло, живот, плечи поднимаются, шея втягивается. Это инстинктивная защита от хищника. Дыхание меняется, становится быстрым и поверхностным, или наоборот, задерживается. Человек в страхе может забыть дышать. Голос меняется, выше, тоньше или пропадает совсем. Глаза – индикатор страха. Расширенные зрачки, взгляд фиксируется на угрозе или наоборот избегает ее, белки глаз становятся видны, моргание учащается или наоборот прекращается. Для описания страха в тексте, в сценарии, в настольной ролевой игре используйте эту физику. Не он испугался, а плечи взлетели к ушам, дыхание застряло в горле, глаза не могли оторваться от двери. Читатель или слушатель узнает эти ощущения и будет резонировать с ними. Интересный прием актеров – играть страх через его подавление. Не истерика, а попытка сохранить контроль, которая почти удается. Дрожащие руки, которые пытаются не дрожать. Голос, который срывается, но пытается быть ровным. Это часто страшнее открытой паники, потому что зритель видит борьбу. Большинство игр о силе. Вы становитесь мощнее, получаете оружие, побеждаете врагов. Хоррор часто работает наоборот, через бессилие. Если вы можете легко убить монстра, он не страшен, он препятствие, а не угроза. Страх возникает
из уязвимости. Я слабее, чем то, что мне угрожает. Я не могу победить, только избежать. Амнезия The Dark Descent убрала оружие полностью. Встреча с монстром не бой, а паническое бегство или прятание. Это радикально изменило жанр. Хоррор-сурвайвал стал буквальным выживанием, а не боевиком со страшными декорациями. Outlast пошел дальше. У вас есть только камера с ночным видением, батарейки кончаются, вы даже не можете толком видеть без нее, не то что сопротивляться. Но Disempowerment требует баланса. Полная беспомощность фрустрирует. Нужны agency, способность влиять на исход. Вы не можете убить монстра, но можете спрятаться. Не можете победить, но можете перехитрить. Есть действия, которые имеют смысл. Это касается и настольных ролевых игр. Если персонажи игроков полностью бессильны против угрозы, это не страшно, а раздражает. Дайте им шанс, не гарантию, шанс. Связанный механизм дефицита ресурсов. Страх возникает не только от силы врага, но и от вашей ограниченности. Патроны, которых мало, батарейки, которые садятся, здоровье, которое не восстанавливается само, инвентарь, в который не влезает все нужное. Каждый из этих дефицитов создает напряжение. Классический survival horror Resident Evil, Silent Hill строился на ресурсном менеджменте. У вас есть пистолет, но патронов мало. Каждый выстрел — решение. Можно обойти врага, или придется тратить драгоценные ресурсы. Это создает постоянную фоновую тревогу, которая усиливает острые моменты страха. Даже когда врага рядом нет, вы нервничаете, потому что знаете ресурсы на исходе, а что впереди, неизвестно. Dead Space добавлял к этому интересный твист. Патроны нужно крафтить из общих ресурсов, которые нужны и для другого. Каждое решение – трейд-офф. Больше патронов, меньше аптечек. Постоянная нехватка всего. Но и здесь нужен баланс. Слишком мало ресурсов, фрустрация, игра становится несправедливой. Достаточно для выживания при умной игре? Оптимально. Хоррор в настольных ролевых играх работает иначе, чем в видеоиграх или кино. У него свои преимущества и ограничения. Главное, нет визуала и нет аудио. Скример невозможен. Зловещая долина не работает. Вся атмосфера создается словами и воображением игроков. Главное преимущество – воображение, которое не ограничено бюджетом и технологиями. Самый ужасный монстр в кино – это CGI или грим, который можно оценить и критиковать. Монстр в настольной ролевой игре существует в головах игроков, и он может быть сколь угодно кошмарным. Второе преимущество – персональность. Ведущий знает игроков, знает их персонажей, знает, что для них важно. Можно бить точно в уязвимые места, создавать угрозы, которые страшны именно этому игроку или именно этому персонажу. Третье преимущество – agency, реальный. В видеоигре выборы ограничены тем, что запрограммировал разработчик. В настольной ролевой игре игрок может сделать что угодно, и ведущий должен реагировать. Это создает ощущение реальных ставок. Не скрипт, а живая ситуация. Несколько практических техник для хоррора в НРИ. Описание через реакцию, не через вид. Вместо «вы видите ужасного монстра», крестьянин, который секунду назад говорил с вами, смотрит за вашу спину, лицо белеет, он пытается кричать, но из горла выходит только хрип. Что там, игроки вообразят сами, и это будет страшнее любого вашего описания. Это техника из актерского мастерства – играть страх через его эффект на окружающих. Мы видим не монстра, мы видим, как люди реагируют на монстра. И это страшнее. Тишина и паузы. Замолчите после описания угрозы. Пусть повисит. Тишина за игровым столом создает напряжение, которое слова разрушили бы. Физические якоря. Погасите свет, зажгите свечи, включите фоновый эмбиент, говорите тише, заставляя игроков прислушиваться. Среда влияет на переживания. Угроза персонажу, не игроку. То, что важно персонажу, должно быть под угрозой. Его близкие, его цели, его идентичность. Абстрактный монстр менее страшен, чем конкретная угроза тому, что дорого. Необратимость. Решения должны иметь последствия, которые нельзя отменить. Спас одного, не спас другого. Открыл дверь, нельзя закрыть.
ставки реальны. Ведущий хоррора в настольной ролевой игре одновременно режиссер, сценарист и актер. И как актер он должен понимать эмпатию. Мейснер учил актеров: будь на партнере, не на себе. Для ведущего это означает: следи за игроками, не за своим планом. Видишь, что кто-то напрягся? Это работает, продолжай давить. Видишь, что кто-то отключился? Что-то не так, меняй подход. Хоррор – это жанр, где легко перейти границу. Не все страхи развлекают всех. Фобии, травмы, личные триггеры – все это существует. Хороший ведущий знает своих игроков и не бьет по больному без их однозначного и явного на то согласия. Инструмент X-Card или аналоги – это способ для игрока сигнализировать «это слишком» без объяснений. Не обязательно использовать его формально, но сам принцип важен. Игрок может выйти из ситуации, которая перестала быть развлечением. Катарсис – цель хоррора. Аристотель был прав, мы переживаем страх, чтобы очиститься от него. Если игрок вышел из сессии измученным, но неудовлетворенным, что-то пошло не так. Разрядка должна быть. Момент выдоха, свет после тьмы. Это ответственность. Вы берете людей в темное место, ваша работа – вывести их обратно. Давайте соберем ключевые принципы. Страх – древняя система, оптимизированная для физических угроз. Она не различает реальную и воображаемую опасность. Это позволяет фикшену вызывать близкий к реальному страх. Хоррор привлекателен благодаря нескольким механизмам: переносу возбуждения, защитной рамке, тренировке совладания, катарсису. Не для всех, но для заметной части аудитории. Из драматургии перипетия и анагноризис, повороты судьбы и моменты узнавания создают эмоциональные пики. Драматическая ирония, когда зритель знает больше персонажа, создает саспенс. Трехактная структура с эскалацией работает. Из режиссуры. Камера, звук и монтаж – инструменты управления страхом. Тесное кадрирование, негативное пространство, инфразвук, ритм напряжения и разрядки. Из сценарного мастерства – невидимое страшнее видимого. Постепенное раскрытие, уязвимость персонажа усиливает страх. Из актерского мастерства – эмоциональная память связывает фикшн с реальным опытом. Техника Мейснера учит реагировать на стимулы, а не играть реакции. Физика страха, как описывать его телесно. Уязвимость и дефицит ресурсов создают страх через бессилие. В настольных ролевых играх хоррор работает через воображение и персональность. 3 практических принципа для создания хоррора. Первый – меньше страшнее. Сдержанность – главная добродетель хоррор-дизайнера. Не показывайте все, не объясняйте все, не пугайте постоянно. Каждый сдержанный момент усиливает момент раскрытия. Каждая пауза делает следующий удар мощнее. Воображение игрока дорисует то, что вы не показали, и это будет страшно. Второй. Угрожайте тому, что важно. Абстрактная опасность пугает абстрактно. Конкретная угроза конкретному, персонажу, его близким, его целям, его идентичности пугает по-настоящему. Узнайте, что дорого вашим игрокам, и поставьте это под угрозу. Это требует доверия и дает самый мощный страх. Третий. Дайте шанс, но не гарантию. Полная беспомощность, не страх, а фрустрация. Гарантированная безопасность, не напряжение, а скука. Оптимум между ними. Можно выжить, если играть умно, но успех не гарантирован. Каждое решение имеет значение, каждая ошибка может стать фатальной. Это создает страх с agency, самую захватывающую комбинацию. И напоследок о том, зачем все это нужно. Хоррор не садизм. Хороший хоррор не про причинение страданий, а про их осмысленное проживание. Это безопасное пространство для встречи с темной стороной существования, со смертью, с хаосом, с тем, что мы не контролируем, с тем, что нарушает наше понимание мира. Аристотель понял это 2500 лет назад. Трагедия, а хоррор ее наследник, вызывает страх и сострадание, чтобы привести к катарсису. Мы входим во тьму, чтобы выйти из нее очищенными. Исследования подтверждают, после хорошего хоррора люди часто чувствуют не опустошение, а подъем, эйфорию от того, что страх прошел, гордость от того, что выдержали,
парадоксальное чувство жизни, которое приходит после соприкосновения с ее противоположностью. Если вы делаете хоррор, в играх, в фильмах, в НРИ, вы даете людям этот опыт встречи с тенью и выхода на свет. Это ценная работа, она требует понимания психологии страха, мастерства драматурга, чутья режиссера и эмпатии актера. Делайте ее с уважением к силе страха.